Доброе утречко. Сегодня наконец-то был день без паники, без будильников, без каких-либо планов. Проснулись вот на такой территории. Тут даже было место под брай. И у нас не было желания тратить на это свою энергию. Вот, сегодня едем в два города. Людриц, прибрежная немецкая колония, и Калманскоп. Пока что я еще не выучила, как он называется. Город призраков, который был раньше самым богатым. Блин, украшения, конечно, очень красивые. Смотрим наш 185-й день путешествия по Намибии. Дальше. Ага. О, серьезно? Hello. Hello, how are you? Good, fine, and you? I'm good. 180 per person. And the crossing time at 3 o'clock. Where you supposed to go? That way goes to the mine. Where you supposed to? It's like a miss. Okay, anyway, it's fine. Okay. 180 per person. This is a ghost town. Город призраков оказался платным. Мы не очень сильно довольны. У нас не очень много выбора. Okay, from here. Thank you. Just follow the road and turn right. Then we'll get a parking next to the big building. In the big building where you can get our audio guide. Значит, история города такова, что однажды здесь был обнаружен алмаз, но алмаз имеет свойство заканчиваться. И люди как бы здесь жили, не тужили, пока земля им не отдала все, что смогла, и люди как бы благополучно уехали. Все вот эти вот здания так и остались стоять, тужить. И сейчас как бы из этого сделали новый заработок для местности. Просто распиарили город призраков. И сейчас люди приезжают сюда со всего мира, чтобы посмотреть на дома, заваленные песком. Нет, ну я считаю, что это интересно. А где еще вот можно найти? Просто я, как любитель максимальный всех заброшек в России, увидев целый город заброшенный, ставлю огромный лайк. Иду осматривать все дома, конечно, каждый. Я не пропущу ни один дом, вдруг упущу что-то важное. А домов здесь очень много, так что пошла смотреть и немножко, может быть, снимать. Смотрите, мы нашли книгу 51 года «Посетители местного казино». Здесь просто учет по алфавиту. Тут люди вот записывались. 1951 год. Крутё. На территории города сейчас работает музей в здании казино. Это одно из самых роскошных зданий поселка времен алмазного бума. Здесь есть возможность увидеть фотографии, документы, предметы быта жителей и узнать историю развития и упадка этого города. Само казино было частью большого общественного комплекса. Рядом еще находились боулинг, театр, спортивный зал. И в период расцвета Калманскоп считался одним из самых современных поселков Африки. Здесь были больницы с первым в южном полушарии рентгеновским аппаратом, электростанция, ледяная фабрика и даже первый в стране трамвай. Если что, в городе было всего лишь 2 улицы. Сейчас уже сложно поверить, что когда-то это место действительно считалось одним из самых богатых городов Африки, но чуть больше 100 лет назад Калманскоп был настоящим символом роскоши посреди одной из самых суровых пустынь на планете. История города началась в 1908 году совершенно случайно. Рабочий железной дороги расчищал песок с железнодорожных путей и заметил необычный сверкающий камень. Он показал находку своему начальнику, который сразу понял, что это был настоящий алмаз. Эта находка, по сути, и стала началом одной из самых известных алмазных лихорадок 20 века. В период своего расцвета Калманскоп производил около 1 миллиона карат алмазов ежегодно. Это почти 12% всей мировой добычи. Блин, если честно, выглядит максимально жутковато. Такое ощущение, что сейчас тебя кто-то прогонит. Типа, знаете, когда в России ходишь по заброшкам, и вот прям внутри
Ой, господи, не могу. Мандраж. Несмотря на то, что в городе проживало менее 400 человек, здесь было и электричество, и собственная электростанция, и больница, и школа, и театр, и гостиница, и почта, и заводы, и даже бальный зал, где устраивали роскошные вечера. Пресную воду привозили по железной дороге за сотни километров, а из Европы приезжали оперные труппы, чтобы давать представления для местных жителей. Как же мне жарко, кто бы знал. Какая жесть, очень жарко. Самым неправильным решением было приехать сюда в самое пекло солнца. В местной больнице установили один из первых рентгеновских аппаратов в регионе, правда, использовали его в основном не для лечения. Владельцы шахт подозревали, что некоторые рабочие пытаются вынести алмазы, проглатывая их, поэтому рентген помогал им обнаруживать все улики. Но очень скоро геологи обнаружили гораздо более богатые месторождения южнее, и компании начали переносить добычу туда, а жители постепенно покидали Калманскоп. К середине 30-х годов город практически опустел, а последние жители окончательно уехали в 1956 году. С этого момента пустыня начала медленно возвращать себе свою территорию. Сегодня здесь некоторые помещения уже заполнены песчаными дюнами почти до потолка, и дверные проемы теперь не каждому по размеру. Это разрушено позавчера. Дома прям огромные. Ну, видно, да? Видно, что зажиточные люди тут жили. Каждый дом здесь подписан фамилией. Я так понимаю, что это тех, кто здесь жил, кому этот дом принадлежал. Интересно, что сухой климат пустыни отлично сохранил многие здания, и несмотря на десятилетия запустения, здесь до сих пор можно увидеть остатки обоев, дверные проемы, деревянные лестницы и все элементы немецкой архитектуры. Но город до сих пор находится на территории так называемой запретной зоны, района, где до сих пор ведется добыча алмаза, и поэтому посетить город можно только по специальному разрешению, которое, как вы видели на въезде, конечно же, нужно оплачивать отдельно. Но хотя бы однажды побывать в городе, который еще буквально 100 лет назад был самым богатым в мире, где местные врачи назначали своим пациентам бутерброды с икрой, устрицы и шампанское в качестве лечения, я думаю, стоит обязательно. У меня, знаешь, какие ощущения? Типа вот когда ты в России ходишь по заброшкам, что где-то лежит бомж, что сейчас тебя там наругают, или ты сейчас наколешься на что-то. Типа вот у меня страх не разрушенных зданий, а того, что за следующей стеной. Меньше чем за 40 лет Калманскоп успел родиться, достигнуть небывалого процветания и умереть. И все это время он находился буквально в 10 километрах от Людерица. Это еще один небольшой портовый город на берегу Атлантического океана, который считается одним из самых необычных в Намибии. Здесь холодные воды встречаются с одной из самых жарких пустынь на Земле, и из-за этого здесь почти круглый год прохладно, часто бывают густые туманы и очень сильный ветер. Но мы приехали в удачный час, и свет улиц на закате был просто невероятным. Это совершенно не та Африка, которую большинство представляет себе, как минимум потому, что на каждом углу здесь ощущается какое-то немецкое прошлое. И туристы чаще приезжают сюда не за развлечениями, а именно за атмосферой этого города. Я бы хотела сказать, что Людериц – это самый уютный и самый красивый город Африки. Я, конечно, была далеко не во всех, но здесь просто замечательно. Смотрите, какой обед. About me, where I've been and where I sleep. It's hard to find me if you really want to. Turns past that takes a cool sign. Same bobcat, same moon boots. Trying to outrun the thought of you, but in this town the truth don't stop. You can't live in a town this. Ребята, такое приключилось. Короче, сегодня я проснулась не в ресурсе. Вернее, не так. Я проснулась в ресурсе. Но потом, конечно же, я плохо поела. Это что значит? День наперекосяк. Все. И даже сейчас 2 банана меня не спасли. Мы сейчас едем на Фиш-каньон. Это самый большой каньон в мире после американского. До него нам ехать 200 километров. Запас нашего хода 199 километров. Заправок, конечно же, по пути не будет. Едем мы, конечно же, на свой страх и риск. Но, как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанского. А мы решили, что кто не рискует, тот не гуляет по карьеру. Карьеру?
каньону. Ладно, появилась информация, что заправки там все-таки есть. Но на карте показывает, что они закрыты. Поэтому мы поехали туда. И мы решили рискнуть, потому что вдруг она все-таки открыта. Вот, ночевали мы сегодня в очень уютном месте, хорошеньком. Было очень красиво, правда, я не успела снять рум-тур, я надеюсь, вы меня простите. Я вот сделала только одну фотографию прекрасной кровати и прекрасного белья. Что будет сегодня вечером, мы посмотрим сегодня вечером. А сейчас перемещаемся на каньон. Ребята, мы все-таки спасены. Мы нашли эту заправку. Значит, вот такая у нас инфраструктура украшения. А вот так выглядит заправка. Мы пока не разобрались, куда платить, что всовывать и как наливать. Но пошли на ресепшн данной местности. Узнаем, как чем тут пользоваться. Посмотрите, какая тут атмосферка царит. Вау! Блин, ну вот это, конечно, вообще красиво. А вот тут можно поесть. Ура! День спасен. Я буду сыта. Хотела подойти до указателей. Блин, ну вот эта милота. Это, конечно, такое. Так. Ничего не понятно, но очень интересно, как говорится. Это нужно понимать, что как бы километров 300-400 нет абсолютно ничего. И вот это вот такая вот местность, как бы пристанище для всех автомобилей и путешественников, где ты можешь купить себе что-то, снять деньги, но они не работают, что-то перекусить, конечно, заправиться, блин, тачки, посмотрите. Ну, сделано прям вообще вайбово. Вау, вот это вообще просто. Я, если честно, всегда удивляюсь и не понимаю, вот люди, которые работают в таких местах, они где живут? Либо в городе, который находится за 200 километров отсюда, ближайший, либо на каньоне, который находится за 50, по-моему, километров, но как бы там нет никакой инфраструктуры. И вот не понимаю, либо они просто живут здесь и приезжают работать вахтами. Стрэндж. Но, наверное, это очень интересная жизнь. Потому что в таких местах находиться как будто бы одно удовольствие. Не, ну вайб, вы посмотрите. Ну это просто вайбец, я считаю. Короче, мы приняли решение здесь не обедать. Потому что и еду долго готовят, и по меню что-то не очень-то заинтересовали нас эти блюда. Мы решили быстренько съездить на каньон. И уже вернуться в город и плотно поужинать. Вот такие дела. Доехали мы до каньона. Тут опять оказался платный вход. Записывают наш номер. Выделяют нам место на каньоне оплаченное. Я приняла решение пока сходить до Гроссери. Может быть, здесь удача меня настигнет. Я найду какое-нибудь яблочко хотя бы. Не знаю, как так не подрасчиталась, и мы... О, вот это Гроссери. Look at this. Не знаю, где это называется Гроссери. Место называется Хачмагаз. Здесь, конечно же, останавливаются экскурсионные автобусы, к вашему вниманию. Здесь вот оплачивается вход. Здесь вот отдыхается под деревом. Здесь вот страдается. Почему-то. На самом деле, это наша последняя точка вообще в Намибии. Мы объехали всю страну, начиная со столицы. Вот так вот сделали круг. И это last point, после которого мы снова возвращаемся в столицу.
откуда мы летим уже в Танзанию. Об этом, наверное, будет следующий влог. Ребята, мы приехали на каньон! Сейчас будут первые впечатления от увиденного, потому что мы встали на окраине. И сейчас, кажется, я увижу что-то очень большое и масштабное в своей жизни. Похоже на большой карьер в Ленобласти. Единственное, у меня огромный вопрос. Я не понимаю, почему здесь ничего не ограждено. Ну, типа, я, конечно, боюсь туда подойти, да? Но есть же люди, которые просто захотят посмотреть. Чем это отличается от карьера? Тем, что масштабами. From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile? I'll bring you flowers, girl, enough to see for miles. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure, girl, my love is always yours. I love your style, and I love your grace. Said I love to put a smile on your pretty little face. I love it when you're close to me. That's where I want you to always be. I didn't know when I found you that I would find a love so true. В общем, нагулялись мы по каньону, проводили мы солнце, и на обратном пути снова заехали в это прекрасное, уютное место под названием «Заправка», где оказалась единственная еда на этом районе. Мы решили здесь остановиться. Оказалось, что тут еще можно ночевать, но у нас уже забронировано другое место. Докуда ехать? Пару часов. Обожаю ездить в ночи, без дорог. Победа. Я надеюсь, что мы сейчас вкусно подкрепимся, перекрепимся, укрепимся и отправимся в путь дорогу. Людей здесь просто уйма, заняты все столы, но это как бы очевидно, потому что реально 300 километров — это единственное место, где есть еда, ночлег, заправки, вода. Так что все, кто ищет бизнес-план, пожалуйста, добро пожаловать в Намибию, открывать здесь хотя бы кафешку, хотя бы без украшений, просто чтобы можно было где-то достать еды или гроссери продукты, например. Ребята, мы едим первый раз за день. Нет, конечно, с утра мы ели одно яйцо и 2 кусочка бекона. Еда! Как вы поняли, обычная заправка на карте оказалась по итогу и отелем, и рестораном, и магазином, и шиномонтажкой, и туалетом, и музеем, и кемпингом. Весь этот комплекс был создан компанией, которая собрала десятки ретро-автомобилей, старые грузовики, винтажные бензоколонки, дорожные знаки и огромную коллекцию автомобильных номерных знаков со всего мира. А некоторые машины были просто найдены в разных уголках Намибии и получили здесь вторую жизнь в качестве необычных элементов интерьера. Ночью, конечно, здесь вообще все по-другому.
как будто еще особеннее. И слышите, как сверчки сверчат? Как они называются? Здесь не цикады, это что-то другое, очень громкое. Смотрите, даже фары горят. Ну, типа, мне кажется, это даже автомобили на ходу. Может быть. А может и нет. 98-й день Намибии закончен. Посмотрим, какой день будет завтра. Ребята! Обалдеть! Этим ранним утром я задалась одним лишь вопросом. Ладно, уже двумя. Почему такой сильный ветер? А второй вопрос. Я не понимаю. Вот все земли, где мы сейчас находимся, раньше принадлежали Германии. Здесь все немецкие названия городов, немецкий язык, акцент у некоторых. Все белокожие люди, которые очень современные и до сих пор в 2019 году обрабатывают руки 6 лет назад. Ковид был 6 лет назад, прикиньте. И каким образом была Германия в одной точке мира, и какой-то клочок земли снова принадлежал ей в другой точке. Вот, короче, у меня в голове это вообще не усваивается. Я не понимаю, как раньше делили земли. Короче, вот, город Кахманскоп. Как называется город? Кахманскоп. Кахманскоп. Короче, прикол этого выпуска — это просто неумение выговаривать названия городов. Короче, очень-очень сильно интересно, неординарно, необыкновенно, я не знаю, какой подобрать еще эпитет, идти по Африке и чувствовать себя в Германии. Реально, просто все строения, все названия улиц, вот эти вот люди, вот эти вот белые люди. Блин, я просто ищу табличку с названием города где-то, не могу найти, поэтому позже выйду и скажу все-таки, в каком городе мы находимся. Но пока сделаем вид, что мы в Кахманскопе. Я нашла вывеску, как называется город. Кахманскоп. Нормальное название, я считаю. Пошли, короче, в Спар закупиться продуктами в дорогу. Отправляемся в Винхук. Ребята, я нашла хурму. Все, кто меня знает, я нашла хурму. Здесь она будет адекватна. Я спрашиваю про цену. Здесь хурма 2 штуки вышла на 150 русских рублей. Российских. Я написала в Телеграме, но здесь тоже скажу для влога. Вот это местное, традиционное, деликатесное лакомство. Это просто тесто, обваленное в сиропе или в меде, в зависимости от повара. Это считается просто best of the best на местных территориях. Ребята, мы нашли баранки, русские баранки. Это же немецкая, мы же в Германии, я же забыла. Короче, я считаю, что нет смысла показывать цены, потому что мне кажется, что в каждой стране можно найти очень дешевые продукты, можно найти не очень дешевые продукты. Мы закупились с этой гадостью в дорогу и отправляемся в 5-часовой путь. В этой поездке у меня произошло открытие. Я обожаю хлеб. Реально. Я это только сейчас приняла и поняла. Просто, может быть, из-за того, что я боюсь есть что-то либо тут еще, кроме фруктов и овощей, которые вряд ли как-то можно чем-то испортить. Но я хлеб ем каждый день. Надеюсь, без тараканов. Ребята, мы приехали на какую-то очень странную территорию с очень странными деревьями. К нам к машине подбежала какая-то странная белка. Я взяла свой орех, решила ее выделить, и она убежала. Предлагаю за ней идти охотиться. Ой, вон она. Вы видели?
Гляньте, здесь я тоже не на мусорке нашла. Еще за белками я не ходила. Надо, сама придет. У меня добротный качественный орех. Не про пекан. Не, ну а реально, что я должна за ним бегать? Захочет есть, снова пусть приходит. А мы пошли смотреть деревья. Смотрите, какие они. Максимально необычные. Написано, что это алоэ. Такой ствол. Такой гладкий ствол. Вот знаете, как сосиска. Реально он очень гладкий. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Never you calling my name. I'm taking my sweet time. Hey, whatever the plan, I know I'm holding the best of me out of my hand. I know you always understand. Ребята, если честно, я то просто очкую куда-то идти с камня, потому что те милые маленькие хорьки-мишки, которые встретились нам на входе и которым мы пытались скормить наши орехи в центре парка, это огромные, жирные, упитанные медведи. И когда я первый раз увидела, я чуть не обосралась просто, когда он рядом прошел. Поэтому сейчас я просто села на камень, и я боюсь куда-то идти и двигаться, потому что... О, посмотрите. Ну, посмотрите, вот просто такая туша пробегает мимо. Вы как? Не обосрались? Я вот обосралась. Достаточно интересный факт в том, что почти все национальные парки, или хотя бы даже если не полностью, но частично, всегда почему-то принадлежат частной собственности. Даже на вчерашнем каньоне, который 160 километров в длину, и как бы, может быть, и чуть ли не главная ценность этой страны, половина, 90 километров, это частная собственность. И вот этот парк тоже, как бы вот огромная территория, и все это принадлежит просто одной женщине. И она нам говорит, какую цену хочу, такую ставлю за въезд в парк. Это моя собственность, что хочу, я тут то и делаю. А с другой стороны, почему бы и да? Правда? Лимит пребывания в жаре — это 10 минут. Реально. Я могу еще хоть как-то животноводчивать, ну, иметь какую-то жизнедеятельность, я имела в виду. А потом все, у меня как будто перестают работать все мои органы. И я просто не могу даже дышать. Блин, посмотрите, как красиво небо просто. Какой красивый мир! В таком красивом мире на обратном пути мы еще случайно заехали в придорожный гестхаус, где наблюдали за уходящим солнцем и где увидели много интересных и местами немного непонятных животных. Но самым непонятным в этот вечер для меня оказался страус. Блин, они какие-то несуразные. Реально, я абсолютно не понимаю, как вообще по канонам физики эти создания существуют. Мы даже не будем брать в расчет их лапы, которые, видимо, достались от каких-то динозавров, но как вообще на этих двух спичках держится такая огромная туша? Ладно, как-то держится, но ведь они еще и бегают на этих тростинках по 70 км в час. А их крылья? Зачем им чуть ли не самые большие в природе крылья, если они не умеют летать? Вы вообще хоть раз видели, как моргают страусы?
У них несколько пар век, но зачастую они спят с открытыми глазами. Прикиньте, у них глаза больше, чем у слонов, и видят они на расстоянии 3,5 километра, и запоминают только то, что было на протяжении 20 секунд. Короче, я думаю, что слово «страус» переводится как «воробей-верблюд» абсолютно не зря, потому что это реально какая-то не рыба, не мясо. Наконец-то выгляжу как человек, а не как подхалимец. Мы поехали в центр смотреть город, потому что через 3 часа нам нужно сдавать автомобиль и переходить в режим тюленя, чтобы 3 дня лежать на кровати. И, ну как там, заряжаться энергией перед очень важным мероприятием. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make 2 wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted. Until then I'll be out here fighting like it's nothing. Through the cold dark winter. Короче, мы вышли из этого супер классного парламентского парка, не можем найти выход и нашли вот такую вот дырку. Конечно, что делаем? Конечно же, в нее пролазим. 3-2 раз, 3-2 раз. Вот и все, друзья. Занимайтесь спортом и своим интеллектом. Ситуация следующая. Мы сдали автомобиль, и такси можно оплатить только наличкой. И из налички у нас есть валюты 3 стран. И мы пытаемся сейчас через приложение, это как наш драйв, когда ты типа выставляешь какую-то стоимость, и там водитель соглашается или не соглашается. И вот мы ставим только столько, сколько у нас есть, потому что больше, соответственно, мы не можем никому предложить. И мы надеемся, что прокатит валюту других стран, но пока, к сожалению, ни один водитель не соглашается на нашу авантюру. Поэтому мы сидим вот на бордюрчике, вот наши продукты, манатки, и мы ждем нашего извозчика. Кстати, я сейчас залезла за мороженым и вспомнила. Значит, бананы. 4 банана, 100 рублей, 5 бананов. Грудка. 4 грудки, 350 рублей. Фарш. 400 грамм, 200 рублей. Бабубель. Запредельно дорого. 350 рублей. Во Франции, конечно, это все подешевле. Лимон. 25 рублей 1 штука. Просто я сижу в муравейнике, пытаюсь открыть 8 килограмм мороженого ложкой из печи. Ё-моё! Очуметь! Это вы такое мороженое где-то видели? Так вот так вот, а вы все что думали? Просто грызу вот этот лед. Вот и все. Неплохая получилась история. Интересная. Местами веселая. Ставили мы машину. Забрали вот продукты. Неделю мы провели на вот этом прекрасном автомобиле. Проехали 3000 километров. Слава богу, ни одну ночь мы там не спали. А я была готова. Надеюсь, вам понравился просмотр. Мне очень сильно понравился этот трип. Но я думаю, что я его еще парочку раз переосмыслю. И до меня осознание придет чуть позже. Блин, посмотрите, колеса просто как дюны. Реально. Я очень рада, благодарна тому, что мы живем время, где есть транспорт. Что мы не на конных повозках и гужевых перевозках изучаем этот мир. А что это в комфорте, с кондиционером, с какими-то аудиосистемами и прекрасными воспоминаниями.
Oh,